Так, друзья, всем привет! Чтобы была понятна тема сегодняшнего видео, я специально показываю вот эту вот орхидею, потому что она будет одна из 5 героинь сегодняшнего видео. И прочитаю комментарий, который написала зрительница нашего канала под одним из видео. Зрительницу зовут Галина Еременко, и она написала следующий комментарий. Добрый день, Георгий и все подписчики. Как всегда, все очень интересно. Еще не посмотрел до конца, но знаю, что все интересно. У вас по-другому не бывает. Георгий, уже 3 недели прошло с момента полива калием цветущих орхидей. Очень хочется одним глазком посмотреть, как они там, не скинули ли они свои цветочки. Я ответил Галине Еременко, поставил комментарию сердечко и ответил, что 16 марта кормили. И 16 апреля покажу, что с орхидеями прям месяц спустя произошло, друзья. И вот это одна из 5 орхидей, которую мы продолжаем кормить калием, выращивая в темных горшках. И как вы уже поняли, сегодня тема очередное небольшое небольшой видеообзор, как чувствуют себя орхидеи, что с ними происходит. 2 темы, да, точнее уже 3 темы получается. Орхидеи в темных кашпо, в темных горшках, раз. Орхидеи, которые мы кормим калием, 2. И можно ли орхидеи цветущие кормить, подкармливать? Значит, для тех, кто, сразу забегая вперед, отвечу, что орхидеи цветущие подкармливать можно, но с одним условием. Об этом я уже рассказывал несколько лет назад, когда у нас выходили видео, в которых я показывал, рассказывал, как в быту, в суе я чем подкармливаю удобрениями. Это, по-моему, были буйские удобрения. И рассказывал, что если вы орхидеи на протяжении всей ее жизни от начала покоя, роста и по чуть-чуть там маленькими дозами при начале цветения и цветения подкармливаете, то потом последующую всю жизнь она будет очень хорошо реагировать и будет с ней все хорошо. И как в доказательство этому я буквально несколько дней назад показывал орхидеи своей тещи, которая смотрит видео, учится на нашем канале, которая тоже несколько лет назад стала увлеченной орхоманкой, и показывал ее орхидеи, которые она подкармливает, растущие исключительно на северных окнах. Эти видео есть у нас в плейлисте орхидеи на северных окнах. Зайдите, посмотрите. И я там рассказываю, показываю, как орхидеи она подкармливает по одному из моих принципов. При каждом поливе просто чуть-чуть добавляет, либо через полив, либо при каждом поливе, по чуть-чуть, прям микроскопической дозе, там небольшой, половинчатой, третьей части дозы от инструкции удобрений. Это может быть и буйские удобрения, это может быть и Боннефорте, которыми она пользуется, которыми я пользуюсь. Но сегодня мы в этом проекте пользуемся калиевой селитрой. Вот этим вот средством. Значит, где... в общем, я не буду рассказывать. У нас есть плейлист, который называется «Калий для орхидей». И в одном из первых видео в этом плейлисте, зайдите, пройдите, посмотрите. Там отвечаю, раскладываю все по полочкам, почему и зачем мы стали кормить калиевой селитрой. Это очень интересно. И вот сейчас этот проект у нас продолжается. И сегодня мы посмотрим такой промежуточное видео, обзор про 2 орхидеи радуги, это а-ля легато, и про 2 орхидеи Sparks, это тоже а-ля легато, и одна орхидея Fuller Sunset, которую только что в начале видео я показывал, ярко-лимонного цвета. Обалденная такая орхидея с жирной корневой системой. Итак, друзья, первые 2 орхидеечки смотрим. Это 2 радуги. Вот такие вот красотки. Сразу начну с первой, которая буквально несколько дней назад
отсушила один из листиков, но при этом она у нас капает. Буквально несколько дней назад был у меня полив. Вот такая вот орхидея. Листик он отсох, но он еще, по-моему, он не отрывается, но он отсох еще потому, что у нее корни, посмотрите, там прям пучком. Во-первых, цветонос, во-вторых, пучком. Орхидея в активном росте, у нее растут корни, наращивают корневую систему. Вот такая вот радуга. Так, это у нас первая орхидея. Следующая орхидея, вторая радуга. У нас по паре. По паре две орхидеи. У нас они абсолютно одинаковые. Все орхидеи 4, которые в эксперименте принимают участие, посажены все одинаково. Кора с кокосовыми чипсами. Так, вторая радуга. Вторая радуга у нас обогащается корнями. То есть это все корни уже вот наросли у нее в темных горшках. И тоже один листик она пытается, самый нижний, видите, отсушивает. Тоже вытягивает из него соки все. И у нее, кстати, есть такая небольшая аномалия интересная. Один лист был с длинной такой шеей. И чуть ли не... Точнее, как сказать, не чуть ли, я сперва думал, что это олиствелый цветонос из точки роста начал расти. Потом, слава богу, это лист оказался. То есть он перерос в лист, но шея-то осталась длинная. Вот такая вот. Была мягкая вот так вот. Но вроде бы все неплохо у этой орхидеи у нас. Вот. Значит, в предыдущем видео, в плейлисте «Калий для орхидей», там я все... В предыдущих видео, не в одном, а в предыдущих, там все подробно показываю, рассказываю, что, как, каким образом. То есть зайдите, посмотрите, я не могу в каждом видео этого проекта озвучивать и пересказывать все предыдущее, поэтому не поленитесь, кому интересно, что с чего все начиналось, смотрите. Итак, значит, теперь про ответ на вопрос. Скинут ли цветочки при подкормке? Мы кормили, и что там? Ну, вот эту я уже показал, да, у нее там один цветок цвел на тот момент, по-моему. Она раскрыла все оставшиеся, да. Вот такая вот она у нас жирная, это все корни она нарастила у нас, которых не было. А год назад мы начали ее... чуть не год назад, чуть поменьше, да, начали ее ухаживать за ней специфическим образом в темном горшке на восточном окне, калием, подкормкой. Ну и в итоге вот получили то, что получили. Теперь пытаемся повторить этот успех на 4 других орхидеях и смотрим, что из этого получится, да. Вот. В общем, сами видите, сбросили цветочки или нет. Галина, смотрите, это одна орхидея. Убираю ее в сторонку. Вторая орхидея Sparks. Сейчас эту уберу. Вот цветонос у нее новый растет. Вот раскукленные старые цветоносы. Все видео у нас есть в процессе и вот до сегодняшнего момента. То есть можете смотреть. С корнями. Что у нас с корнями? С корнями у нас вот такая ситуевина. Корни растут потихоньку. Растут корни. При этом она цветет. Наращивает корни и наращивает еще и цветонос. И вторая Sparks, посмотрите, сбросила, нет, цветы, посмотрите, месяц прошел, друзья, сравните с прошлым видео 16 марта, вот, с корнями что, с корнями, как там, что с корнями, вот. Sparks наш. Ну, с корнями все тут очевидно, да? Вот, лист растет новый. Все, значит, один собственный цветонос нарастила, раскрыла его. Почку раскуклила на старом цветоносе. Вот, раскрыла его. То есть, вот, пожалуйста, друзья мои.
Вот такой вот ответ на вопрос, можно ли кормить орхидеи цветущие. Можно, но есть нюанс. И нюанс этот заключается в том, что если орхидею цветущую вы до цветения не кормили, а решили вдруг подкормить ее здесь и сейчас, то высока вероятность, что орхидея может отреагировать сбросом, преждевременным сбросом цветочков. А если орхидею вы кормили с момента ее покоя, с момента ее активного роста до начала цветения, формирования цветоноса, формирования бутонов, раскрытия и потом в процессе цветения по чуть-чуть кормите, то все с орхидеей будет хорошо, ничего никуда она не сбросит. Примеров у нас на канале предостаточное множество. Я уже 20 лет так делаю на орхидеях, и ничего, все нормально. Вот, сбрасывают цветы, когда, говорю же, неожиданно вдруг мы орхидею кормим, не кормив ее до этого. Ну и от стрессовых ситуаций. Все, друзья, вот такое промежуточное видео. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!